Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня хочу показать вам вот такой интересный ажурный узор, который в себе сочетает араны и ажур. Такой узор подойдет как для вязания летних вещей, например, как эта футболка. Также будет очень красиво выглядеть платье с коротким рукавом или же с открытой спиной. Если же его пустить не в шахматном порядке, как мой образец связан, а подряд эти узоры, можно использовать этот узор для отделки кардигана или же пальто. Также красиво будет с этим узором выполнен комплект шапка и шарф, где шарф будет связан в шахматном порядке, а шапка будет связана этим узором подряд с одинаковым раппортом узора. За счет структуры самого узора, где идут переплетения и ажур, шапочка получится очень красивой круглой формы, хорошо будет прилегать по низу и красиво можно будет оформить макушку. Для вязания этого узора лучше подойдет пряжа светлых оттенков, так узор будет более выразительным. В темных оттенках и ярких он немножечко будет теряться. Но все это дело вкуса. Пряжа подходит для этого узора. Лучше всего это гладкая пряжа. Неважно, это летние хлопки, хлопок акрил, бамбук и так далее, или же более теплые виды пряжи, такие как шерсть, полушерсть и так далее. Спицы тоже я бы рекомендовала подбирать по рекомендациям производителя или чуть тоньше, но с учетом вашей плотности вязания. Итак, давайте мы его рассмотрим. Вот так он выглядит при вязании снизу вверх. Край узора ровный, здесь не формируются никакие волны. И выглядит он вот таким вот образом. При вязании от горловины он выглядит практически так же. Немножечко по-другому выглядят вот эти ажурные дорожки, но визуально этого будет даже не видно. Изнаночная его сторона выглядит вот таким вот образом. Если вязать этот узор в шахматном порядке, то раппорт узора составляет 34 петли в ширину и 36 рядов в высоту. Если же одиночными мотивами, то раппорт узора будет составлять 17 петель. Вместе с вами я буду провязывать одиночный мотив этого узора, вот эту его часть. Я покажу выполнение всех элементов вязания. Схема же составлена для рисунка в шахматном порядке. Я думаю, там все понятно и четко, потому что здесь переходов нет. Переход является 3 изнаночные петли от полураппорта к полураппорту. Для вязания одного раппорта я набрала 22 петли, 17 это петли узора, 3 петли симметрии и 2 кромочные. Первый ряд. Кромочная петля, я ее просто переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 3 изнаночные, 1, 2, 3, 2 лицевые петли, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. При убавлении вправо петли должны на спице расположены быть классически, то есть первая дужка смотреть на меня, чтобы в изделии не получались лишние узелки и не были петли скрещенными. И провязываю вот таким вот образом. Далее идет 1 лицевая, накид, 2 изнаночные петли и симметрично накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево. При убавлении влево петли должны быть открыты, то есть вторая дужка петли смотреть на меня. И провязываются они вот таким вот образом. Далее идет 1 изнаночная петля,
2 лицевые, и я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю 3 изнаночными, это петли симметрии у меня, и кромочной петлей. Четные ряды этого узора провязываются все по рисунку, то есть лицевые петли провязываются лицевыми, изнаночные изнаночными. Накиды провязываются изнаночной петлей. Если же вы вяжете по кругу, также вы провязываете четные круги по рисунку, накиды, соответственно, провязываются лицевыми петлями. Думаю, здесь никаких сложностей возникнуть не должно, поэтому четные ряды я буду провязывать за кадром. Третий ряд. Кромочную переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 3 изнаночные петли, 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая петля, 2 изнаночные и симметрично 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная, 2 лицевые петли, и я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю 3 изнаночными, это петли симметрии и кромочной петлей. Пятый ряд. Кромочная, и начинаю вязать раппорт узора. 3 изнаночные, 2 лицевые петли, 1 изнаночная, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая петля, накид, 1 изнаночная и 2 лицевые петли. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии и кромочной петлей. Седьмой ряд. Кромочная петля, и начинаю вязать раппорт узора. 3 изнаночные, 2 лицевые, 1 изнаночная, 1 лицевая петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные петли и симметрично 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая, 1 изнаночная и 2 лицевые петли. Я закончила вязать раппорт узора, ряд заканчиваю петлями симметрии и кромочной петлей. Девятый ряд. Кромочная петля, и начинаю вязать раппорт узора. 3 изнаночные, 1, 2, 3. 2 лицевые петли, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая петля, накид, 2 изнаночные, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная петля и 2 лицевые. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии и кромочной петлей. 11 ряд. Кромочная петля, 3 изнаночные, 2, 3, 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая петля, 2 изнаночные, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная петля и 2 лицевые. Я закончила вязать раппорт узора, ряд заканчиваю петлями симметрии и кромочной петлей.
13 ряд, кромочная петля, 3 изнаночные, 2 лицевые петли, 1 изнаночная, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, накид, 1 изнаночная петля и 2 лицевые. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии и кромочной петлей. 15 ряд, кромочная, 3 изнаночные петли, 1, 2, 3, 2 лицевые, 1 изнаночная, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая. Дальше идет 1 изнаночная и 2 лицевые, заканчивают раппорт узора. Ряд я заканчиваю петлями симметрии, это 3 изнаночные и кромочной петлей. 17 ряд, кромочная петля, 3 изнаночные, 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, накид, 2 изнаночные петли и симметрично накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная петля и 2 лицевые. Я закончила вязать раппорт узора, ряд заканчиваю петлями симметрии и кромочной. Вот так выглядят эти дорожки ажурные на данном этапе. Это вот они расположены внутри овала, который формируется косами. С 19 ряда я начинаю формировать вот эти араны. Вот они здесь и здесь. Они одинаковые полностью. Для меня это самая интересная часть узора. Выполняю я это без дополнительной спицы и покажу, как я это делаю. Если вам удобнее с дополнительной спицей, делайте так, как вам удобно. Итак, 19 ряд. Кромочную переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 3 изнаночные петли. Далее идет перекрещивание 2 на 2 с наклоном влево. Для этого я первые 2 петли переношу на правую спицу, не провязывая нить за работой. Далее провязываю следующие 2 петли лицевыми. 1, 2. Левой спицей перед работой я подхватываю 2 непровязанные петли. Аккуратно все снимаю, все 4 петли с правой спицы. И за работой подхватываю правой спицей уже провязанные 2 петельки. И вот таким образом у меня получается перекрещивание без дополнительной спицы. Мне осталось провязать 2 непровязанные петли. Перекрещивание выполнено. Далее идет 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые и перекрещивание 2 на 2 вправо. Для этого у меня нить перед работой. На правую спицу я переснимаю 2 первые петли. Они у меня будут провязываться лицевыми, поэтому для своего удобства я их сразу переснимаю лицевыми петлями. Изнаночную тоже меняю расположение на открытое, чтобы мне было удобно и не приходилось думать потом, какой петлей ее провязывать. Возвращаю нить за работу и провязываю следующие 2 лицевые петли.
Далее за работой левой спицей я подхватываю 2 непровязанные петли. Аккуратно спускаю все 4, придерживаю пальцем, чтобы петли не распустились. И перед работой провязанные петли возвращаю на правую спицу. Вот таким образом выполняется перекрещивание вправо. Затем провязываю 2 оставшиеся петли. И это я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю 3 изнаночными, это петли симметрии, и кромочной петлей. 21 ряд. Кромочная, 3 изнаночные, 2 лицевые и перекрещивание 2 на 2 влево. Выполняю его точно так же. Нить за работой, 2 первые петли переношу на правую спицу, 2 следующие провязываю. Далее перед работой подхватываю непровязанные петли, все придерживаю. На правую спицу возвращаю 2 провязанные петли, на левой у меня не провязанные петли, которые сейчас я вот и провяжу. Все, перекрещивание выполнено. Далее идет 2 изнаночные петли и перекрещивание 2 на 2 вправо. Нить перед работой, на правую спицу переношу первые 2 петли, возвращаю нить как при вязании лицевых петель и провязываю 2 петли. Далее левой спицей за работой подхватываю провязанные петли, все аккуратно спускаю и на правую спицу возвращаю провязанные петли, на левой остаются у меня не провязанные. И вот я их провязываю, эти 2 лицевые петли. Далее идет 2 лицевые петли, и на этом заканчивается раппорт узора. Ряд же я заканчиваю петлями симметрии, это 3 изнаночные и кромочной петлей. 23 ряд я буду вновь выполнять перекрещивание, только здесь 2 у меня петли будут оставаться лицевыми, а 2 те, которые за работой, они будут уходить в изнаночные ряды. Итак, кромочную я переснимаю, провязываю 3 изнаночные петли и выполняю перекрещивание 4 петель. Нить за работой, 2 первые петли я поднимаю, переношу на правую спицу, а вот эти 2 я провязываю изнаночными. Раз, два. Далее перед работой я возвращаю непровязанные петли, все аккуратненько снимаю со спицы и за работой поднимаю провязанные 2 изнаночные петли. Вот они ушли у меня к изнаночным петлям, а эти провязываю 2 лицевые. Далее идут 2 лицевые петли, 2 изнаночные, 2 лицевые и вновь перекрещивание вправо. Здесь также будут эти петли изнаночными, эти лицевыми. Нить перед работой. На правую спицу я сразу переношу петли, как смотрят, изнаночная у меня петля, чтобы мне было удобнее далее вязать. Вы делаете как удобно это вам. Провязываю 2 лицевые. За работой поднимаю непровязанные 2 петельки. Все спускаю аккуратно, поднимаю вновь на правую спицу провязанные петли и вот эти 2 провязываю изнаночными. Раз, два. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю 3 изнаночными, это петли симметрии и кромочной петлей. В 25 ряду я буду выполнять перекрещивание 2 на 3. И также 3 петли будут уходить к изнаночным. Кромочная, 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5. И я делаю перекрещивание вот этих
5 петель. 4 у меня лицевые и 1 изнаночная. Нить за работой. Первые 2 петли я переношу на правую спицу. Остальные 3 петли я провязываю изнаночными. 1, 2 и 3. Перед работой я поднимаю левой спицей не провязанные петли. Аккуратненько все это спускаю и за работой поднимаю провязанные петли. Вот таким образом выполняется это перекрещивание. Далее провязывается 2 лицевые петли. И вновь перекрещивание 3 на 2 вправо. Для этого нить у меня перед работой. На спицу я переношу петли 3 первые петли, так как смотрит на меня изнаночная. Мне так проще. Вы делаете как вам удобнее. И провязываю 2 лицевые. Далее за работой левой спицей я поднимаю 3 непровязанные петли. Вот они. Аккуратно все спускаю. Перед работой на правую спицу переношу провязанные 2 лицевые петли. И вот таким образом я осуществила перекрещивание. Эти петли провязываю изнаночными. 3 петли. 2, 3. Далее у меня идет 2 изнаночные. И я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю 3 изнаночными. Это петли симметрии, они в раппорте не участвуют. И кромочной петлей. 27 ряд я буду выполнять вот это центральное перекрещивание. Кромочная, я ее просто переснимаю. Далее 8 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Перекрещивание 2 на 2 я выполняю тем же способом. Нить у меня за работой. 2 первые петли переношу на правую спицу. Следующие 2 провязываю лицевыми. Перед работой поднимаю первые 2 не провязанные. Спускаю аккуратно. Провязанные возвращаю на правую спицу. И провязываю с левой спицы не провязанные 2 лицевые. Вот так это все выглядит на данном этапе. Далее у меня идет 5 изнаночных петель. 2, 3, 4 и 5. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю 3 петлями симметрии и кромочной петлей. Далее у меня вот будет формироваться после этого жгута 2 изнаночные петли. Они не будут участвовать в переплетении, поэтому, чтобы красиво был этот переход, в изнаночном ряду я эти 2 центральные петли сразу провязала лицевыми петлями, а крайние 2 оставила. И вот так оно сейчас у меня выглядит, этот жгут. 1 лицевая, 2 изнаночные, 1 лицевая и изнаночная, которые обрамляют этот жгут. 29 ряд. Дальше будут жгуты у нас расходиться. Кромочная петля, 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5. Здесь будет формироваться жгут с 3 изнаночных петель и 1 лицевой, но все они переходят после перекрещивания в лицевые петли. Итак, нить перед работой. Петли сразу переношу первые 2 петли как лицевые на правую спицу. Возвращаю нить как при вязании лицевых петель и провязываю 2 лицевые. Далее за работой я поднимаю не провязанные 2 петли на левую спицу, аккуратно все это спускаю, провязанные петли возвращаю на правую спицу и вот эти 2 петли провязываю также лицевыми. Дальше идет
2 изнаночные, это разделительные петли, и вновь перекрещивание 2 на 2, только уже влево. Нить за работой, я снимаю на правую спицу первые 2 петли, также меняю расположение для своего удобства, а следующие 2 провязываю лицевыми. Перед работой я переношу, подхватываю левой спицей первые 2 не провязанные петли, за работой провязанные на правую спицу. Я их перекрестила и провязываю эти петли также лицевыми. Вот перекрещивание. И 2 изнаночные петли, это я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю 3 изнаночными, это петли симметрии, и кромочной петлей. 31 ряд. Кромочная, 3 изнаночные, 2, 3 и перекрещивание 2 на 2 лицевыми петлями вправо. Нить у меня перед работой. На правую спицу я переношу первые 2 петли, следующие 2 провязываю лицевыми. За работой на левую спицу переношу первые 2 не провязанные, все аккуратно спускаю и на правую спицу возвращаю провязанные петли. Затем провязываю 2 оставшиеся не провязанные петли. Дальше идет 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые и перекрещивание влево. Нить за работой. На правую спицу переношу первые 2 петли, а следующие 2 провязываю лицевыми. Далее перед работой подхватываю левой спицей не провязанные петли, за работой провязанные на правую спицу и провязываю недостающие 2 петли. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии и кромочной петлей. 33 ряд. Кромочную, я ее переснимаю и вяжу раппорт узора. 3 изнаночные, 2 лицевые петли. Дальше идет перекрещивание 2 на 2 вправо. Нить перед работой переношу первые 2 петли, следующие 2 провязываю. За работой подхватываю не провязанные петли и перекрещиваю. Далее провязываю 2 оставшиеся не провязанные петли. 2 изнаночные затем идут и перекрещивание 2 на 2 влево. Нить за работой переношу, не провязывая первые 2 лицевые петли, а следующие 2 провязываю лицевыми. Далее перед работой на левую спицу переношу не провязанные петли, а за работой подхватываю на правую провязанные. Далее с левой спицы провязываю 2 недостающие лицевые петли. И 2 лицевые я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии и кромочной петлей. 35 последний лицевой ряд, и здесь будет переход от аранов к ажуру, с которого мы начинали раппорт узора. Итак, кромочную я переснимаю, далее идет 3 изнаночные петли и перекрещивание вот этих 4 петель. Нить перед работой. Я переношу первые 2 петли на правую спицу, следующие 2 провязываю лицевыми, за работой подхватываю левой спицей и переношу на нее не провязанные петли, а на правую провязанные. И дальше я провязываю оставшиеся 2 петли, первую провязываю изнаночной петлей, а вторую лицевой петлей.
Далее накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. И вот этот накид нужно не потерять, когда вы делаете перекрещивание, которое сейчас вот из этих 4 петель мы будем делать. Нить за работой, переношу первые 2 петли, а вторые я провязываю как лицевую и изнаночную. Далее перед работой подхватываю непровязанные 2 петельки. Все аккуратно держу. И вот в этом момент нужно не сбросить накид вместе с 2 вот этими петлями. И подхватываю провязанные петли. Их провязываю лицевыми. Я на этом закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю 3 изнаночными петлями симметрии. И вот так выглядит один мотив, один раппорт этого узора. Надеюсь, вам узор понравился, и вы обязательно найдете ему свое применение или полностью связав изделие таким узором, или же оформил какую-то его часть. Всем легких петелек и до встречи на канале!